Последние дни были очень трагическими и эмоциональными. Пришло время разобраться, почему случилось то, что случилось, почему Путин от явных попыток хоть как-то подморозить войну перешел не просто к эскалации, но к прямому террору. И чего от него можно ждать дальше. Самая большая ошибка, которую в нынешней ситуации может сделать комментатор, это пересадить Путину свою голову. Попытаться за него выдумать какое-то стратегическое решение или объяснение его решениям, объяснить их каким-то планом. Это видео выйдет 12 октября. Подходит к концу 8-й месяц войны, и 23-й год уже маячит на горизонте. 23-й не абы какой год, а год предвыборный. Выборы президента состоятся в марте 24-го. Это значит, что уже через полгода надо начинать активную фазу избирательной кампании. Если бы 23 февраля Владимир Путин мог бы себе представить, что к середине осени он будет по уши в войне, что будет явно ее проигрывать, терять город за городом, что его армия станет посмешищем, что ему придется объявить мобилизацию, что Китай будет раздраженно намекать, что пора авантюру заканчивать, что он потеряет под 10 тысяч единиц военной техники, флагман Черноморского флота, газопроводы в Европу, 300 миллиардов долларов резерва, минимум четверть налоговых доходов бюджета, что получит худшую социологию за все время своего правления. И вот со всем этим добром нужно будет идти на выборы. Да если бы он все это мог вообразить 23 февраля, то нет никаких сомнений, что можно было бы ставить 100 к 1, что никакой войны просто не было бы. Сегодня, спасибо американским спецслужбам и Вашингтон-Пост, мы в деталях знаем, как готовилась эта война. Буквально по дням. И главное, мы знаем, какая война готовилась. Мы знаем, что сотрудники ФСБ выбирали себе квартиры в Киеве. Можно быть абсолютно уверенными, что тот сценарий, который реализовался в конечном итоге, не рассматривался даже как гипотеза. Владимир Путин 23 февраля и Владимир Путин 12 октября – просто два разных человека, находящихся в совершенно разных жизненных обстоятельствах. Никакие планы, которые были у Путина из прошлого, сегодняшнему Путину не годятся. Сегодняшний Путин вынужден проживать день за днем, кое-как отвечая на ежедневные вызовы. Верные друзья Индия и Китай наскепидарили задницу на саммите ШОС. Приходится экстренно рисовать референдумы. На референдумы всем плевать из-за утерянного в тот же день лимана. А над генералами смеются даже путинские приближенные. Приходится громко делать кадровые перестановки в командовании, героизируя через СМИ нового командующего объединенной группировкой – мясника Суровикина. В эти дни исполняется ровно месяц, как в пропаганде и среди самой отбитой, и самой верной, и самой милитаристской публики стоит настоящий вой. Генерал-лейтенант Коношенков – единственный в стране спикер, готовый на большую аудиторию говорить о военном ведомстве хоть что-то неругательное. С тех пор, как фронт посыпался в Харьковской области, уже никакой передышки для Z-публики не было. Отступление, окружение, бегство, снабжение украинской армии бронетехникой. А уж как начали мобилизацию, то проводят ее настолько бестолково, с таким демонстративным самодурством, что сломались даже самые преданные апологеты военщины. Даже это могло бы быть не так плохо. Отработали бы методичку про перегибы на местах. Но тут случилась диверсия на Крымском мосту, и ее значение невозможно переоценить. Это грандиозный провал российских спецслужб и грандиозный успех украинских. А главное, из диверсии следует единственный вывод, который явно закладывался организаторами. Если украинские спецслужбы могут взорвать самый охраняемый объект транспортной инфраструктуры в стране, то они доберутся до чего угодно и до кого угодно. Россия – огромная страна с невероятно обширной транспортной, энергетической и промышленной инфраструктурой. Но настолько же обширной, насколько уязвимой. Понятное дело, что у каждого моста на Транссибе по батальону Росгвардии не поставишь. Каждого депутата, генерала, губернатора, министра, пропагандиста ФСОшниками не защитишь. Если ФСБ не умеет ловить диверсии на входе, значит в опасности все. А судя по тому, что на одном из самых охраняемых объектов страны взорвался грузовик со взрывчаткой, который приехал из России и прошел все досмотры, ФСБ не умеет.
На путинскую публику это производит понятно какое впечатление. Национальный лидер, получивший такую оплеуху в собственный юбилей, выглядит слабаком. Слабаком, неспособным принимать решения и отвечать за свои слова. После взрыва на Крымском мосту в российских провластных пабликах установилось унылое и тревожное настроение. Массированные обстрелы украинских городов последних 2 дней полностью это настроение перекрыли. Про мост уже никто не вспоминает. Никто не горюет об отступлениях. Никто не переживает из-за перегибов мобилизации. В самой кровожадной части публики, в главной опоре путинской войны, вновь единство. Все празднуют победу. Именно поэтому неверным будет сказать, что дефицитные ракеты на сотни миллионов долларов бессмысленно выпустили по детским площадкам и паркам. Что в этом нет ни малейшего военного эффекта. Более того, достигается противоположный эффект. Каждое такое действие заставляет украинских военных биться отчаяннее и злее. Каждое попадание напоминает союзникам Украины, что переговоры с Путиным можно вести только масштабными поставками оружия и никак иначе. Каждое военное преступление выбивает почву из-под ног у всех полезных идиотов, вроде Илона Маска. Но дело в том, что Путин и не целится по объектам, представляющим военный интерес. Он целился в Маргариту Симоньян, Рамзана Кадырова, Евгения Пригожина, в выводок военкоров и в вечерний эфир федерального ТВ. И туда он попал. Пара дней разгромных побед над электростанциями и детскими площадками. И вот уже Кадыров, который пару недель назад требовал отправить генерал-полковника в окопы, ликует, попутно обзывая лохом и дешевкой не российского генерала Лапина, а украинского главнокомандующего Зеленского. Заметили этот парадокс? С фронта ни одной хорошей новости. Просто отстрелялись в белый свет, как в копеечку. Но настроения такие, будто взяли Харьков и убили Залужного, как минимум. Хотя с военной точки зрения не случилось вообще ничего. Если парадокс этот увидеть, то вопросов о том, зачем по детской площадке стоимостью в $1000 бить ракетой стоимостью в $5 миллионов у вас больше не будет. Почему не по пресловутым центрам принятия решений? Почему не по Банковой улице, о которой та же Симоньян вопрошает уже полгода? По 2 причинам. Во-первых, туда просто не могут попасть. Степень высокоточности российских ракет уже все оценили. Офис президента Украины — это все-таки не квадрат со стороной в километр. Во-вторых, первый и единственный раз в истории моего канала помянем добрым словом товарища Сталина. Все здания органов высшей власти союзных республик строились с расчетом на тотальную войну, на ковровые бомбардировки. Это вам не 9-этажку на окраине Запорожья разнести. Там не только развита инфраструктура бункеров. Каждый, кто бывал внутри здания, кто видел толщину этих стен, прекрасно понимает, что они сами по себе надземные бункеры. Высшая советская номенклатура о своей безопасности никогда не забывала. Война начиналась как пиар-компания для поднятия рейтингов. Поэтому практически каждый шаг в ней следует в логике не военной науки, а предвыборной агитации. Причем агитации, к которой Путин привык, когда можно давать любые обещания и совершенно забивать на их выполнение, как угодно расходовать государственные средства, как хочется нарушать нормы приличия, для того, чтобы общественность получше относилась к тому, кому надо. И если логика предвыборной кампании потребует раздолбать сотни или тысячи ракет о дороги и бизнес-центры Украины, просто чтобы убедить свой ядерный электорат в том, что Путин не слабак, Путин это сделает. Минус этого подхода заключается в том, что он не может работать вечно и даже не может работать долго. Z-публика воспринимает удары по украинской инфраструктуре как начало конкретной спецоперации, той самой, которую Кадыров обещал еще полгода назад. Но никакого продолжения этого не будет, никакая конкретная операция не начнется, никаких побед не последует. Z-публика ждет побед, ждет того, что российская армия двинется на Киев и Одессу, но получит она снова кукиш с маслом. Жизнь в России становится намного понятнее, если принять простой факт. Владимир Путин не военный, и в ближнем круге у него нет военных. Путин – продукт политтехнологий. И мы уже 24-й год живем в одной большой избирательной кампании. Если это понять, то будущее станет намного яснее. Что говорит военная логика? Военная логика говорит, если уж вы объявили мобилизацию, то должны закрыть границы. Очень странно объявлять принудительный призыв в армию и тут же давать гражданам выбор между окопом и самолетом.
Если уж вы объявили мобилизацию, то послать к черту военкома с повесткой должно стоить дороже штрафа в 3000 рублей. Должна быть какая-то реальная ответственность за уклонение от мобилизации, раз уж вы это затеяли. Потому что сейчас есть только ответственность за участие в мобилизации. Смерть. А не хочешь умирать? 3000 рублей. Да и то ни с кого еще и не взыскивают. Но с политтехнологической точки зрения это выглядит совсем по-другому. Мобилизация и без того фантастически непопулярна. Вся социология военного времени, которую накачивали пропагандой и репрессиями, просто вылетела в форточку. Из страны единовременно уехало, видимо, самое большое количество людей после Октябрьской революции. Самые преданные лоялисты, даже сотрудники пропаганды, заняты спасением себя и своих родственников. Воодушевление, если таковое вообще было, сменилось апатией. Любой шаг по ужесточению мобилизации, введение ответственности, закрытие границ, обязательства по всеобщей явке подходящих по параметрам, любой неаккуратный шаг центральной власти, причем заранее непонятно какой, может превратить апатию в панику и обрушить все рейтинги. Как этого избежать? Вспомнить коронавирус. Вопрос мобилизации – это проблема Министерства обороны и губернаторов. Полномочия им дали, планы поставили. Пусть теперь делают как умеют, а от федеральной власти тем временем будут только плюшки и отсрочки. Зло должно исходить от тех, кого можно уволить в 1 минуту. Из этого не следует, что границы точно закроют или точно не закроют, что ответственность точно введут или точно не введут. Из этого лишь следует, что центральная власть, скорее всего, будет избегать таких решений. Военная логика подсказывает, что ограниченными ресурсами нужно распоряжаться рационально. Что если ракета стоит $5 миллионов, то прилетать она должна по объекту стоимостью либо больше $5 миллионов, либо по настолько ценному с военной точки зрения, что такие потери оправдывает. А если фигачить по детским площадкам и асфальтовым дорогам, то ракеты закончатся быстрее площадок и дорог. Если у вас явный дефицит подготовленных солдат и серьезные проблемы со снабжением, то держать фронт длиной более 1000 километров – это плохая идея. Вы должны расставить приоритеты и пытаться удержать то, что вы можете удержать. Но логика политтехнологическая говорит, массовые пуски ракет нравятся телезрителю. Они хорошо влияют на общественное мнение, а сдача территорий и отступление армии по общественному мнению больно бьют. Тот факт, что массовые ракетные пуски меняют ситуацию на фронте только в худшую сторону, а попытка удержать то, что удержать нельзя, ведет к бессмысленным потерям и к эпизодам панического бегства с оставлением техники вместо организованного отступления, этот факт для политтехнолога значения не имеет. Конечно, акции такого рода имеют краткосрочный эффект. Ведь если на фронте ничего не изменилось, то не за горами очередные жесты доброй воли и перегруппировки. Все быстро забудут эту демонстрацию силы и снова примутся костерить армию и командование. Но тут вернемся к началу. Не ищите плана, которого нет. Никто из тех, кто эту войну затеял, не рассчитывал зрелой осенью обнаружить себя в ней по уши. Решения принимаются в ответ на те вызовы, которые есть прямо непосредственно сейчас, и принимаются только для того, чтобы дожить до завтра. Да, это полная шизофрения. С одной стороны, прямо, косвенно, устами самых разных чиновников просить о переговорах, с другой, отмачивать такие кошмарные фокусы, что переговоры теперь совершенно невозможны. С одной стороны, всячески воздействовать на западное общественное мнение с целью пресечь поставки оружия, но тут же доказывать делом, почему поставки эти необходимо наращивать. С одной стороны, уверять, что война ведется за освобождение украинского народа, а с другой радоваться уничтожению его гражданской инфраструктуры. Тут нет никакого противоречия на самом деле. Просто в разные дни стоят разные политические задачи и политтехнологические задачи. Шизофрения это кажется только если считать, что все действия части какого-то одного грандиозного плана. Но если знать, что в понедельник мы ищем способы выйти из войны хоть с чем-нибудь в кармане, а в пятницу мстим за унижение, то все вполне складно. Проблема для Путина в том, что если всякий раз решать политические, а не военные задачи, более того, задачи всякий раз разные, утром в телеграм-каналах, вечером в приказе Генштабу, то принципиально невозможно достичь никакого результата. Ни победить, ни удержать в сколь-то долгосрочной перспективе рейтинги и поддержку собственного окружения. Тем временем сторона украинская совершенно не скована какими-то политическими рамками. Они ведут освободительную войну против очевидного врага.
Враг всякий раз доказывает, что никаких вариантов, кроме победы на поле боя, с ним нет. Общество там готово идти к победе во что бы то ни стало, даже несмотря на тот тяжелый урон, который оно получает, к сожалению. Пока что ни одно действие украинских властей в этой войне не выпадало из общей логики. Они последовательно освобождают свою территорию, наносят военные поражения и имиджевый ущерб Путину, ослабляют его одновременно на фронте и в тылу. Когда у вас две стороны, одна из которых мечется и сама не знает, чего хочет, а вторая идет понятным путем к понятной цели, то вариантов особых нет. Тот, кто мечется, кто пытается заниматься политикой, а не войной, войну проиграет, без относительно базовых преимуществ, которые, к тому же, тают с каждым днем. До завтра.